В бескрайних ледяных пустынях Арктики, там, где температура опускается до минус 70 градусов, а полярная ночь длится месяцами, живет зверь, перед которым отступает все живое. Он весит, как небольшой автомобиль. Он плавает в ледяной воде сотни километров без отдыха. Он чует свою жертву за 30 километров. И он — единственный хищник на планете Земля, который целенаправленно охотится на человека. Не защищается, не пугается, именно охотится. Видит в вас добычу, видит еду. Местные жители Чукотки, Аляски и Гренландии знают это правило с детства. Если ты увидел его на горизонте, он уже увидел тебя час назад. Если ты услышал его шаги, это уже последнее, что ты услышишь. Знакомьтесь, белый медведь, король Арктики, призрак ледяных пустынь, самый крупный сухопутный хищник планеты. И поверьте, после этого видео вы поймете, почему даже опытные полярники никогда не выходят на лед без оружия. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Прежде чем мы погрузимся в самые жуткие тайны этого зверя, давайте на секунду осознаем масштаб. Взрослый самец белого медведя весит от 500 до 800 килограммов. Зафиксированы случаи, когда отдельные особи достигали 1000 килограммов. 1000 – это вес небольшого автомобиля. Длина тела взрослого медведя превышает 3 метра, а когда он встает на задние лапы, его рост достигает 3,5 метров. Это высота одноэтажного дома. Представьте себе, перед вами стоит зверь высотой с дом, его лапа в ширину больше, чем человеческая голова, его клыки длиной с указательный палец взрослого мужчины. И этот зверь смотрит на вас и решает, как именно он вас убьет. Для сравнения, самый крупный амурский тигр весит около 300 килограммов, самый крупный лев – 250, бурый медведь-гризли – около 400, а белый медведь – 800. То есть белый медведь больше тигра в 2,5 раза, в 2,5. И это не просто масса жира. Это сплошные мышцы, мощь и убийственная эффективность. Но размер — это только начало. По-настоящему пугает другое. Белый медведь обладает чувствами, которые делают его идеальной охотничьей машиной. Его обоняние в 7 раз сильнее, чем у служебной собаки. Он чует запах тюленя за 30 километров. 30 километров. Он способен учуять нерпу, спрятавшуюся подо льдом толщиной в метр. Просто почувствовать запах через метр льда и снега. Зрение белого медведя адаптировано к арктическому свету. Он отлично видит при любой освещенности. И главное, он видит вас задолго до того, как вы заметите его. Белая шерсть на белом снегу делает его практически невидимым. Полярники рассказывают истории о том, как стояли в 10 метрах от лежащего медведя и не видели его. Просто не видели. Зверь буквально растворяется в снежной пустыне. И только когда он встает и начинает двигаться, становится понятно, что ты все это время находился в смертельной опасности. Слух белого медведя тоже феноменален. Он слышит дыхание тюленя подо льдом, слышит шаги человека по снегу за сотни метров. И когда полярная ночь окутывает Арктику кромешной тьмой, белый медведь не теряется. Он охотится. Тихо, бесшумно, неотвратимо. Теперь самое интересное и самое страшное. Многие думают, что белый медведь — это просто северная разновидность бурого мишки, этакий милый умка из мультиков. Так вот, забудьте. Белый медведь и бурый — это абсолютно разные звери. Эволюционно, генетически, поведенчески. Бурый медведь всеядный. Он ест ягоды, корешки, рыбу, иногда мясо. Белый медведь — стопроцентный хищник. В его рационе мяса больше 90%. Это чистый плотоядный убийца. Бурый медведь зимой впадает в спячку. Белый медведь зимой только активизируется.
Полярная ночь и лютые морозы — это его время, время охоты. Бурый медведь обычно избегает человека, белый медведь — нет. Бурый медведь нападает, если защищает потомство или добычу. Белый медведь нападает, потому что голоден. И вы для него просто кусок мяса. Теплого, движущегося, легкого. Это критически важная разница, и именно она делает белого медведя самым опасным хищником планеты для человека. А теперь сравним с другими топовыми хищниками. Тигр атакует человека только в исключительных случаях. Раненый, больной, голодающий зверь. Здоровый тигр почти всегда уходит. Лев в Африке тоже редко нападает на людей без причины. Бурый медведь, акула, волк – все эти хищники предпочитают избегать человека. Белый медведь – единственное исключение. Он охотится на людей точно так же, как охотится на тюленей. Подкрадывается, атакует из засады, убивает одним ударом. И ест. Просто ест. Без всякой агрессии, без рычания, без ярости. Это для него просто обед. Ученые объясняют это очень просто. В Арктике мало добычи. Тюлени, моржи, белухи – все это редкая, труднодоступная еда. Зверь весом 800 килограммов нуждается в огромном количестве калорий. И когда такой хищник вдруг видит на льду существо весом 70-80 килограммов, медленное, без шерсти, без когтей, без клыков, он не задумывается. Это еда. И эта еда сейчас будет добыта. Жуткая логика хищника, у которого нет конкурентов, кроме современного человека с винтовкой. Кстати, об охоте. Давайте подробно разберем, как именно убивает этот зверь и почему его называют идеальным арктическим киллером. Основная добыча белого медведя – это кольчатая нерпа и морской заяц. Тактика охоты невероятно изощренная. Белый медведь часами лежит у тюленей продухи во льду, небольшого отверстия, через которое тюлени поднимаются дышать. Он лежит абсолютно неподвижно, часами, иногда сутками. Прикрывает черный нос лапой, чтобы не выдать себя на белом снегу, и ждет. Когда тюлень показывается из воды, чтобы вдохнуть, медведь молниеносно атакует. Удар лапы пробивает череп тюленя весом 100 килограммов мгновенно. Затем медведь вытаскивает добычу на лед через крошечное отверстие. Сила его лап такова, что он буквально протаскивает 100-килограммовую тушу через дыру в льду диаметром в полметра. Это просто невероятная мощь. Иногда медведи используют другую тактику. Они подкрадываются к лежащим на льду тюленям с подветренной стороны, ползком, прикрываясь снежными торосами. Подбираются на расстояние нескольких метров и атакуют. Скорость броска белого медведя достигает 40 км в час. На коротких дистанциях он быстрее человека, намного быстрее. От него невозможно убежать, просто невозможно. Если белый медведь начал атаку с расстояния 50 метров, у вас нет шансов. Никаких. Сила удара лапы белого медведя – это вообще отдельная история. Ученые подсчитали, что взрослый самец одним ударом передней лапы способен сломать шею взрослому моржу. Морж, для справки, весит до 1,5 тонн и имеет череп толщиной с кирпич. И белый медведь ломает этот череп одним движением. Когти на его лапах достигают длины 10 сантиметров. Они изогнутые, очень острые и невероятно прочные. Удар такой лапой по человеческому телу – это просто разрыв на части, в буквальном смысле. Челюсти белого медведя обладают силой укуса более 1200 фунтов на квадратный дюйм. Это сильнее, чем у любого тигра, любого льва, любого гризли. Только гребнистый крокодил кусает сильнее. Когда белый медведь хватает добычу за голову, череп просто раздавливается. Без вариантов, без шансов. Мгновенная смерть.
И знаете, что самое страшное? Белый медведь — отличный пловец, просто фантастический. Он может плыть в ледяной воде сотни километров без остановки. Зафиксирован случай, когда самка белого медведя проплыла 687 километров за 9 дней непрерывного плавания. 687 в ледяной воде, без отдыха. Это значит, что от белого медведя нельзя спастись на лодке. Он догонит, он не устает в воде. И если вы оказались за бортом в Арктике и где-то рядом есть белый медведь, у вас остались минуты жизни. А теперь самое жуткое. Реальные случаи нападений на людей. И таких случаев десятки, сотни. Каждый год в Арктике белые медведи убивают людей. И это не сенсация для желтой прессы. Это статистика. Один из самых известных случаев произошел в 2011 году в Норвегии, на архипелаге Шпицберген. Группа из 14 британских школьников и их инструкторов разбила палаточный лагерь во время экспедиции. Ночью к лагерю подошел крупный самец белого медведя. Сигнализация, система проволоки с гранатами для отпугивания зверей, не сработала из-за низкой температуры. Медведь вошел прямо в палатку, где спали подростки. 17-летний школьник по имени Хорейшио Чапл погиб мгновенно. Медведь буквально раскусил ему голову. Несколько других участников экспедиции получили тяжелейшие ранения, прежде чем зверя удалось застрелить. Это был здоровый, сильный самец в нормальной кондиции. Он не был ранен, он не был старым, он просто увидел источник пищи и пришел за ней. Другой случай произошел в 2018 году в канадской Арктике. Молодой охотник-инуит шел по льду с собакой. Белый медведь напал из-за тороса, преодолев расстояние в 40 метров за несколько секунд. Охотник успел только повернуться. Зверь сбил его с ног одним ударом лапы и убил укусом в голову. Собака, которая попыталась защитить хозяина, тоже погибла. Тело охотника было найдено через несколько дней. От него осталась только часть туловища. Белый медведь съел почти все. Это типичная история. Зверь не агрессивный, зверь голодный. Для него это просто удачный обед. В России случаев нападений тоже много, особенно в последние годы, когда из-за изменения климата белые медведи все чаще выходят к человеческим поселениям. На Чукотке, на Новой Земле, на земле Франца Иосифа, везде, где есть полярные станции, метеорологи и военные знают одно простое правило – никогда не выходить наружу без оружия. Никогда. Даже на 5 минут. Даже за дровами. Потому что белый медведь может появиться буквально из ниоткуда. Он подходит к станциям тихо, бесшумно, используя любые укрытия, и атакует, как только видит человека. Зафиксированы случаи, когда медведи буквально ломились в металлические двери станций, чтобы добраться до людей внутри. Они бьют лапами в окна, они выбивают двери, они не уходят, пока не получат то, зачем пришли. Оружие — единственная защита. Сигнальные ракеты, петарды, шумовые гранаты — все это работает только на молодых, неопытных медведей. Взрослый голодный самец на эти штуки даже внимания не обратит. Только пуля останавливает белого медведя. И то нужно попасть точно. Потому что раненый белый медведь становится в 10 раз опаснее. Известны случаи, когда медведь с 3 пулями в груди продолжал атаку и убивал стрелявшего, прежде чем падал замертво. Теперь поговорим о среде обитания и адаптации этого зверя. Белый медведь живет исключительно в Арктике. Его ареал охватывает побережье Северного Ледовитого океана, дрейфующие льды, острова канадского арктического архипелага, Гренландию, Шпицберген, землю Франца Иосифа, Новую Землю, Северную Землю, Чукотку, Аляску. Везде, где есть постоянный морской лед. Потому что лед — это его дом, его охотничьи угодья, его жизнь.
Без льда белый медведь не может охотиться на тюленей, а без тюленей он погибает. Адаптация этого зверя к экстремальному холоду — это просто шедевр эволюции. Под белой шерстью у белого медведя черная кожа. Это не случайность. Черный цвет лучше поглощает солнечное тепло. Шерсть состоит из полых волосков, которые работают как термоизоляция и одновременно как световоды, направляющие тепло к черной коже. Под кожей находится слой жира толщиной до 10 сантиметров. Этот жир обеспечивает плавучесть в воде и защиту от холода. Лапы белого медведя огромны. Их площадь распределяет вес зверя по льду, не давая провалиться. На подушечках лап растут жесткие волоски, которые предотвращают скольжение. А между пальцами есть перепонки. Белый медведь, по сути, частично адаптирован к жизни в воде. Ученые даже относят его к морским млекопитающим. И это технически правильно. Он проводит во льдах и в воде большую часть жизни. Это не сухопутный зверь в классическом понимании. Это арктическое чудовище, идеально адаптированное к самым жестким условиям планеты. Размножение у белых медведей — отдельная тема. Самки приносят потомство раз в 3 года. Беременная медведица осенью вырывает в снежном сугробе берлогу, забирается туда и впадает в полудрему. В декабре или январе у нее рождаются обычно 2 медвежонка, иногда 1 или 3. Малыши при рождении весят всего около полукилограмма. Они слепые, беспомощные, абсолютно беззащитные. Мать кормит их жирным молоком, которое содержит до 30% жира. Это самое жирное молоко среди всех млекопитающих. Малыши растут стремительно. К моменту, когда семья весной выходит из берлоги, медвежата весят уже по 10-15 килограммов. И начинается обучение. Мать учит их охотиться, плавать, выживать. Это длится 2,5 года. Самки невероятно агрессивно защищают потомство. Если медведица с медвежатами увидит человека, это смертельно опасная ситуация. Она атакует немедленно, без предупреждения, без шанса на отступление. И поверьте, никакое оружие в этот момент уже не поможет. Потому что мать-медведица, защищающая детей, это фактически непобедимая сила. Самцы, кстати, иногда нападают на медвежат и убивают их. Это известный феномен в природе, поэтому самки во время выращивания потомства тщательно избегают встреч со взрослыми самцами. Жизнь в Арктике вообще жестокая, и белые медведи — ее самые жестокие обитатели. Сегодня белый медведь занесен в Красную книгу, и это серьезная проблема. По разным оценкам, на планете осталось от 22 до 31 тысячи особей. Кажется, что это много. Но на самом деле критически мало. Главная угроза — это глобальное потепление и таяние арктических льдов. Без льда медведь не может охотиться, а значит, не может выжить. Лед тает с каждым годом все быстрее. Сезон охоты на тюленей становится все короче. Медведи все чаще остаются без добычи. Истощенные, голодные звери вынуждены выходить к человеческим поселениям в поисках пищи. И это приводит к росту количества столкновений с людьми, к росту числа нападений, к росту числа застреленных медведей. Печальная статистика последних лет показывает, что популяция в некоторых регионах сократилась на 20-30% всего за 2 десятилетия. Если тенденция сохранится, к концу века белого медведя в дикой природе может не остаться вообще. Это будет настоящая катастрофа для арктической экосистемы и для всей планеты в целом, потому что белый медведь — это вершина пищевой цепи Арктики. Это символ всего северного полушария. Это последний истинный король ледяного мира. Еще несколько шокирующих фактов о белом медведе, о которых мало кто знает. Первое. Белый медведь — отличный охотник на белух. Да, на тех самых белых китов весом до 1,5 тонн. Когда белухи попадают в ледяные ловушки, оставаясь в небольших полыньях между льдами, белые медведи устраивают настоящие засады.
Они вытаскивают взрослых китов на лед одним рывком. Сила этого зверя просто невероятна. Второе. Белый медведь способен учуять труп тюленя за 60 километров. 60. Это значит, что на огромных просторах Арктики ни один кусок мяса не пропадает зря. Если в радиусе 60 километров что-то умерло, белый медведь придет. Обязательно придет. Третье. Известны случаи каннибализма. Взрослые самцы убивают и съедают молодых медведей и медвежат, особенно в голодные годы. Это тоже норма для арктической экосистемы. Жестокая, но норма. Четвертое. Белый медведь практически никогда не пьет воду. Он получает всю необходимую жидкость из тканей своих жертв. Пресная вода в Арктике – редкость. Снег есть, но его таяние требует энергии, поэтому медведь приспособился жить вообще без питья. Все необходимое в крови и тканях добычи. Пятое. Печень белого медведя смертельно ядовита для человека. В ней содержится огромное количество витамина А, которое вызывает тяжелейшее отравление. Полярники знают это правило с давних времен. Любую часть медведя есть можно, кроме печени. Печень — это смерть. Существует одна старая легенда народов Севера. Она говорит, что белый медведь — это не зверь. Это древний человек, обращенный духами в хищника за свою жадность и жестокость. И теперь его душа обречена вечно охотиться во льдах, никогда не насыщаясь, никогда не находя покоя. Ученые, конечно, относятся к таким легендам со скепсисом, но в одном древние охотники-инуиты были правы. Белый медведь — это не просто животное, это нечто большее, это символ Арктики, это ее хозяин и ее жертва одновременно. Это последний абсолютный король природы, перед которым отступает все живое. И когда мы смотрим в его черные глаза на белом снегу, мы видим то, что видели наши далекие предки тысячи лет назад. Чистый, неприкрытый, абсолютный страх и благоговение. Потому что перед нами само воплощение арктической стихии. Сегодня усилиями ученых, природоохранных организаций и правительств арктических стран ведется работа по сохранению этого уникального вида. Установлены строгие квоты на охоту, созданы заповедники, отслеживаются перемещения отдельных особей. Каждый медведь, попавший в поле зрения ученых, получает свой идентификатор и отслеживается годами. Россия, Канада, США, Норвегия, Дания – все эти страны участвуют в международной программе сохранения белого медведя. Но успех этой программы зависит не от ученых, он зависит от каждого из нас. От того, удастся ли человечеству замедлить глобальное потепление, сохранить арктические льды, дать этому зверю шанс выжить в его естественной среде. Если этого не произойдет, последний белый медведь умрет где-то в середине 21 века. И это будет позор на всей нашей цивилизации. Позор, который не смыть никакими словами. Белый медведь — самый опасный хищник для человека на планете Земля. Самый крупный сухопутный зверь нашего времени. Король Арктики, призрак ледяных пустынь. Белая смерть, бесшумно скользящая среди торосов. Он старше любой человеческой цивилизации. Он жил здесь, когда люди еще не знали огня. И, возможно, он будет жить здесь, когда наша цивилизация уже исчезнет. Если мы дадим ему такой шанс, если мы поймем, что Арктика без белого медведя — это уже не Арктика. Это просто пустые льды без души, без хозяина, без короля. От нас с вами зависит, будут ли наши дети видеть этого зверя живым, или только на фотографиях в учебниках истории. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много историй о самых опасных, самых сильных
и самых недооцененных хищниках нашей планеты. Берегите природу и помните о белом короле Арктики, потому что другого такого зверя на Земле больше нет и никогда уже не будет. До новых встреч в дикой природе.